Всех приветствую на своем канале. Сегодня я хотел бы поделиться способом, который помог мне улучшить производительность телефона Xiaomi. Данный способ был проверен на телефонах Redmi Note 8T, Redmi 9 и Redmi 10 версии моей 12.5.2 и 12.5.5. После очередного обновления программного обеспечения телефона я стал замечать, что телефон Xiaomi Redmi Note 8T, которым я пользуюсь по работе, стал заметно медленнее работать, тормозить и даже зависать. Причем ранее этого почти не было заметно, и все работало отлично. Что я только не пробовал делать. Удалил все лишние приложения, делал глубокую очистку хранилища. Через каждые полчаса вручную запускал очистку кэша и памяти, перезагружал телефон, запускал антивирусные программы. Но ничего особо не помогало. Особенно это было заметно на работе клонированных приложений мессенджеров Viber и Telegram. Последним этапом, на который я хотел пойти, был вариант сброса телефона на все заводские настройки. Но на рабочем телефоне на это не было времени, так как постоянно были звонки и новые задачи. И ждать полчаса или час, пока восстановятся все контакты и программы, не было времени. И вот абсолютно случайно, в очередной раз просматривая меню настроек телефона, я забрел в раздел «Уведомления» и «Центр управления». Там я просматривал его настройки и решил изменить стиль отображения центра управления, потому что новый стиль меня немного напрягал из-за некоторых неудобств в отображении уведомлений. У меня в настройках стоял стиль центра управления «Новая версия», и я перешел на «Старая версия». Причем я даже и не думал, что этот переход повлияет как-то на производительность. Но, к моему удивлению, после перехода на старую версию отображения центра управления, телефон начал работать значительно быстрее. Пропали зависания, торможение и длительное ожидание запуска программ. Я не знаю, с чем это было связано, но это мне реально помогло ускорить процесс работы и избавиться от длительного ожидания отклика программ. Еще раз покажу, как это сделать. Заходим в меню настроек. Для этого проводим пальцем по экрану сверху вниз и нажимаем на значок настроек в виде шестиугольника. Находясь в пункте меню «Уведомления» и «Центр управления», нажимаем на пункт «Стиль центра управления». Далее выбираем стиль, который называется «Старая версия». У меня она располагается слева. И нажимаем на нее. При этом она активируется. Выходим обратно из меню настроек и проверяем. Старая версия стиля выглядит уже вот так. Менее информативно, но зато работает быстрее. По крайней мере, мне этот способ очень помог и работает отлично. Надеюсь, и вам поможет в решении проблемы с тормозами телефона Xiaomi. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. Всем мирного неба над головой.